Анатолий Эдуардович, я правильно понимаю, вы своей разработкой хотите откинуть человечество на миллионы лет назад? Ни в коем случае. Я хочу возродить то плодородие почв, которое было миллионы лет назад, абсолютно чисто была земля, не загрязненная ничем, и чтобы сегодня выращивалась здоровая пища, чтобы люди тоже были здоровы. Анатолий Юницкий, белорусский инженер-изобретатель. В его профессиональном портфеле свыше 300 научных публикаций, 20 монографий и более 200 патентов в областях строительства, машиностроения, сельского хозяйства, электронной и химической промышленности. Анатолий Эдуардович, как вообще возникла такая идея создать эликсир плодородия? Она возникла давно, наверное, лет 50 назад, когда я нашел решение, как вынести индустрию в космос без ракеты. И стал понимать, что если индустрия будет в космосе, надо там жить и работать, и там должны быть условия не хуже, чем на Земле, потому что должна быть почва, там должны быть сады, где пища растет здоровая, где работники космические будут этим питаться. Я стал развивать это, и вот пришел к сегодняшней технологии. Но мы состоим из клеток. У нас где-то по 30 триллионов клеток, даже чуть больше. У меня чуть больше. В них работает вся таблица Менделеева. Где-то 86 химических элементов участвуют в работе клетки. И они должны все поступать с пищей. А в почву сыплют какие сейчас удобрения? Азотные, фосфорные, калийные. Калийные, да. А где йод? А где молибден? А где там селен? Я подумал, ведь древнее дерево, которое росло 100 миллионов лет назад, И было бы огромных размеров. да, так дело не в размерах. Они взяли энергию Солнца и минералы из почвы. Так почему бы не взять энергию Солнца, сжечь уголь и взять минерал оттуда, всю таблицу Менделеева? И поэтому мы стали использовать в качестве сырья уголь, бурый. Бурый Молодой уголь. уголь больше всего подходит. Но не так просто взять. Тогда я заинтересовался тем ролью земляного червя и понял, что это инженер почв. Это желудок почвы. Без них почвы не будут плодородными. На гектаре плодородной почвы должно быть не меньше миллиона земных червей. Они размножают полезные микроорганизмы, но они не едят уголь. Как же их заставить С помощью есть? доброго слова и режима определенного питания и нашли деструкторов угля. Это тоже микроорганизмы, грибы простейшие. Внедрили в червя, и он стал есть уголь. Насколько я знаю, вы калифорнийского червя используете. Да, но он уже не калифорнийский, он цвет поменял. А чего не белорусского? Чем он отличается, чем он Он был лучше? плодовитый, он быстро массу набирает, всеяды и так далее. Но мы еще приучили его есть уголь, и он изменился, и мы создали новый вид червя. Дали ему название Lubricus uterus. Это уже здесь выращенный в Беларуси. Да, так он и есть сейчас бурю. С удовольствием добавляем продукты пчеловодства и даже редко встречающиеся вещества, как элиситоры, из грибов. Производство биогумуса напоминает слоеный пирог. В верхнем ярусе находится навоз и пищевые отходы. В среднем – калифорнийский червь с землей. И нижнем – отходы производства червя – биогумус. Юницкий предложил добавить в рацион червя бурый уголь. К этой разработке Анатолий Юницкий шел 50 лет. По молодости грезил космосом и мечтал, когда человечество сможет жить за пределами планеты. Все его научные планы так или иначе связаны с этой фантастической идеей. Одна из первых – эликсир плодородия. Их очень много, полезные микроорганизмы, уголь, это минералы древнего дерева, червь, который кушает уголь. Еще целый ряд ноу-хау, который входит в технологии получения энергии. Эликсир позволит жить в космосе без доставок продуктов на орбиту. Все отходы на станции будут перерабатываться в плодородную почву. Начинали вы с небольшой горстки, да, Да, можно сказать, вот с такого количества. А потом начали кормить хорошо, потом все приучать к бурому углю. В этих контейнерах около 4 миллионов обитателей. Калифорнийский червь полюбил белорусскую землю и сегодня работает на людей. Мы даже не сами ее придумали. Мы позаимствовали ее у природы. То есть мы просто повторили то, что происходят естественные процессы переработки органики, только немножко усовершенствовали это и добавили компоненты, чтобы наш продукт получился как можно качественнее. В меню питания калифорнийского червя бурый уголь. Он подается в виде порошка.
Все питательные вещества, которые были в рационе растений и деревьев миллионы лет назад, пройдя через желудок этого червя, вновь вернутся в землю и станут питанием для новых всходов. Анатолий Эдуардович, в детстве играли в игру «Съедобное-несъедобное». Давно было. В нашей программе она называется «Правда или неправда». Суть такова: я задаю вопрос, бросаю вам мяч, вы мне отвечаете «правда» или «нет» и возвращаете мяч обратно. Сыграем? Давайте. Давайте. Правда ли, что у эликсира нет срока годности? Да, нет, потому что главное это минералы, вся таблица Менделеева, у них нет срока годности, и бактерии, которые там живут, полезные, они могут уходить в анабиоз и жить миллионы лет. Поэтому нет срока годности. Угу. А правда ли, что при помощи этого эликсира даже на лунном грунте можно вырастить город-сад? Нет проблем, если грунт заставить сюда, на Луне вакуум, там не вырастешь. И на Земле, на лунном грунте, да, можно. Правда ли, что такой эликсир можно сделать в домашних условиях? Неправда, там много ноу-хау, и в домашних условиях это невозможно сделать. А вы лично можете в домашних условиях сделать? Ну да, я знаю ноу-хау. Анатолий Эдуардович, а получается, вот бурый уголь, в Беларуси-то его нет. Не слишком ли это будет дорого для производства, вот если запустить масштабно это все? Где мы столько угля возьмем? Тут не только бурый уголь, это и сланцы горючие, можно использовать, моноторф и так далее. Сланцы, например, десятки триллионов тонн на планете. Если мы их сожжем, а отходы превратим в гумус, мы получим электрическую энергию, тепло. Этих запасов хватит на 10 тысяч лет для всей планеты. И все вопросы энергетически будут решены. А гумуса, как отхода, будет произведено столько, что можно такие 100 планет, как Земля, превратить в точно чернозем. И это будет отход, это он бесплатен. Что показали вот первые эксперименты, когда вы использовали здесь на танковом полигоне вот этот препарат? Ну, я-то ожидал результата, а многие не верят. Говорят, что за бред? Ну, надо вот сыпать удобрения. Какой червь? Ну, когда выросли вот такие помидоры, вот такие луковицы, да? Вы сами, наверное, не ожидали? Или ожидали? Я ожидал, а другие не ожидали, да? И когда берешь яблоко и понимаешь, что это настоящее яблоко, оно пахнет яблоком, такой насыщенный вкус всего. Потому что вкус как раз не углерод придает, не азот, там, не фосфор, а эти микроэлементы, они придают вкус. Когда делали тестирование, вот, и, допустим, тот же редис, дали попробовать поварам, они поняли, что одна редиска заменяет 10 вот, других редисок. Этот препарат, допустим, хозяйке, достаточно один раз внести в почву и достаточно, либо же нужно обновлять его? Тот же биогумус, да. Если я вас сейчас вкусно покормлю, вам хватит на год этой еды? Нет, конечно, постоянно Каждый нужно день, питание, да. Лучше несколько раз, да? Так это же питание. Организм съел растение, то больше его нет, надо снова носить. Поэтому минеральные удобрения тоже сыплют каждый год, и не один раз. Вот лет 100 назад можно было съесть яблоко и получить нужный набор ультрамикроэлементов. Сейчас нужно съесть ведро яблок. Чтобы получить этот же. Это же, ведро. Когда мне говорят, ой, сколько калорий, ой, не калорий надо смотреть. Это строительный материал для клеток, для организма. А вообще ты получил весь набор минералов. Вот на это надо смотреть. То есть мы сейчас, по сути, из земли вытягиваем последние соки? Уже вытянули. Уже вытянули. 200 лет назад посадили картошку. А потом через год снова картошку посадили. А потом снова посадили. Неважно, овес там или что-то еще. И каждый год она Из выносит. нее вытягивает. Да, так мы можем что-то восстановить, допустим, насыпав азотное удобрение или фосфорное, калийное. Но уже вытягивается таблицу Менделеева. И поэтому все беднее, беднее, беднее. Сейчас фактически она убита, Земля. Мы ее можем возродить, причем через энергетику. Эко-чистую энергетику. Тепловые электростанции вернуть. Запасов топлива на тысячи лет для всего человечества. А минералы, это же часть дерева бывшего, часть почвы, древней, чисто абсолютно, да. Вернуть обратно в современную почву в виде биогумуса. По поводу пустыни, песка. То есть достаточно будет внесения такого биогумуса в песок, и можно вырастить картофель. И не Сколько только времени картофель потребуется? и все остальное. Смотрите, ведь песок – это же не только силициум-2, там тоже вся таблица Менделеева. Но растение взять их не может. А микроорганизмы могут брать минералы с песка. Песок – это обычно море бывшего. Там же ракушки жили, рыба, там косточки, это все перегнило и так далее. И поэтому каких-то минералов даже в песке больше, чем в нашей почве.
Но если мы добавим еще ультрамикроэлементы, которые там не хватает, добавим биогумус, то растения вполне могут жить. Но вы уже Тогда такие эксперименты проводили, да? проводили, мы рыли озеро, и я решил взять с глубины там 6 метров песок. Причем он хуже, чем песок пустыни, да? Более бедный. И внесли 1% биогумуса, все, уже плодородная почва с хорошим урожаем, с очень таким богатым вкусом. Со многими странами сейчас вы работаете, и кого заинтересовало вот этот эликсир? Со многими сейчас мы получили такую серьезную поддержку от ЮНИДа, это структура ООН, промышленное развитие, потому что, на самом деле, то, что я говорю, это промышленность. И сейчас проблема опустынивания планеты. Ведь каждый год добавляются миллионы гектаров пустынь. И сейчас мы будем масштабировать нашу технологию на весь мир. То есть заинтересовались уже? Да, так не только, мы подписали соглашение с ними. Мы будем строить заводы и приводить землю в порядок. И первый завод мы построили в Объединенных Арабских Эмиратах. Там пустыня, там требуется. Да, они удивились, когда увидели, как это работает. Над какой сейчас разработкой работаете и чем планируете нас в будущем удивить? Может, эликсир молодости? Ну, эликсир молодости вряд ли, конечно, хотя, да, старение у нас заложено генетически, но это можно исправить, в том числе с помощью правильного питания. Можно долголетие увеличить там, до 120-150 лет, да, поэтому помогает долголетие, безусловно. Мы выращиваем новый вид червя, это личинка жука африканского, и приучили есть пенопласт, прямо со свистом съедают. И пластмассы тоже в том числе. Перерабатывается пластмасса в том числе. В пластмассе нет ничего вредного. Там тоже таблица Менделеева. Так она нам нужна. Просто нужны другие соединения. Ну, где-то в каких-то полимерах есть сера, в каких-то фосфор, в каких-то там еще какие-то химические элементы. Так они нужны. Просто микроорганизмы превратят все это в еду для растений, в гумус. А гумус будет превращен в еду для человека и для животных. Причем правильную еду. Спасибо, Анатолий Эдуардович. Напомню, наш сегодняшний герой Анатолий Юницкий, и он вместе с группой ученых разработал эликсир плодородия. И это не фантастика.